История этой собаки началась на окраине маленького провинциального городка. В таких местах бродячие животные становятся привычным элементом пейзажа, незаметными тенями, мелькающими между пыльными переулками, заброшенными гаражами и мусорными контейнерами. Винни была одной из них. Уличная жизнь никогда не была к ней благосклонна. Постоянный поиск пропитания, стычки с уличными котами, холодные дождливые ночи под навесами и вечный страх перед человеком, который может кинуть камень или прогнать. Однако настоящий кошмар начался в обычный, казалось бы, день, когда голод стал совсем невыносимым. Забредя к выходу из местного частного сектора, где стояли переполненные контейнеры, Винни уловила едва заметный, но манящий запах остатков еды. На самом дне глубокого, сужающегося к горлышку пластикового кувшина банки лежали крошки. Повинуясь глухому инстинкту выживания, заглушающему любую осторожность, собака засунула морду глубоко внутрь емкости. Но когда она попыталась вытащить голову обратно, узкий жесткий ободок пластика намертво зажал ее шею. В первые минуты Винни охватила паника. Она металась по сухой траве, трясла головой, пыталась сдернуть банку лапами, но лишь расцарапала пластик и собственные подушечки. Каждое движение затягивало ловушку все туже. Скоро паника сменилась оглушающей тишиной. Пластик искажал все звуки внешнего мира, превращая их в глухое эхо, а ее собственное тяжелое дыхание отзывалось внутри емкости жарким, спертым паром. Так начался ад, длившийся недели. С банкой на голове Винни оказалась абсолютно отрезанной от реальности. Она не могла лизать росу с травы, не могла поднять с земли ни единого кусочка пищи. Каждая попытка попить из лужи заканчивалась тем, что пластик лишь стучал о воду, не позволяя достать до нее языком. Зрение было искажено мутными стенками емкости, из-за чего собака постоянно спотыкалась и натыкалась на препятствия. Местные жители изредка замечали странную силуэтную фигуру, шатающуюся вдоль дорог. Но при любом попытке подойти, испуганное, дезориентированное животное бросалось прочь, уходя в заросли. Винни стремительно угасала. Силы покидали ее с каждым часом, мышцы усыхали, а жестокое обезвоживание довело ее организм до критического предела. Местные волонтеры-зоозащитники знали о попавшей в беду собаке, но отловить ее долгое время не удавалось. Каждая неудача приближала неизбежное. Волонтеры с ужасом понимали, что счет идет даже не на дни, а на часы. В тот решающий день судьба подарила Винни последний шанс. Один из опытных волонтеров, проводивший часы в поисках собаки, заметил едва заметное движение в густых кустах на краю пустыря. Это была Винни. Она едва держалась на ногах, ее тело дрожало от изнеможения, а голова под тяжестью пластиковой банки клонилась к самой земле. Действовать нужно было безошибочно и предельно быстро. Заручившись поддержкой коллег, спасатель аккуратно обошел кусты с наветренной стороны, чтобы не спугнуть животное раньше времени. Когда над Винни метнулась специальная мягкая сеть, у собаки не осталось сил даже на то, чтобы вздрогнуть или попытаться убежать. В ее глазах, просвечивающих сквозь мутный пластик, читалась только глубочайшая, беспросветная усталость. Она просто обмякла на сухой земле, сдавшись на волю судьбе. «Тише, милая, тише, все позади», — шептал спасатель, бережно накрывая ее покрывалом, чтобы уменьшить стресс. Собаку мгновенно погрузили в автокортеж волонтеров. Ехать до ветеринарной клиники было слишком долго. Животное могло не перенести дороги из-за жары и удушья внутри емкости. Было принято решение срочно везти ее в гараж одного из участников группы спасения, где имелись необходимые инструменты и условия для безопасного извлечения. Напряжение в гараже достигло пика. Каждое неверное движение могло привести к повреждению пищевода или перелому шейных позвонков истощенной собаки. Один из волонтеров крепко и вместе с тем бережно зафиксировал сам пластиковый кувшин, чтобы он не смещался,
а второй удерживал тело и задние лапы Винни, успокаивающе гладя ее по бокам. Слышно было только прерывистое дыхание присутствующих и тихий хруст пластика. Волонтер осторожно надавил на края ободка, меняя его форму, и с глухим звуком ловушка, наконец, соскочила. Впервые за долгие недели прохладный, чистый воздух хлынул в легкие Винни. Но ожидавшейся бурной реакции не последовало. Собака не залаяла, не вильнула хвостом и даже не попыталась встать. Измученная, с отекшей шеей и слипшейся шерстью, она лишь медленно поднялась на подгибающихся лапах, побрела в самый дальний и темный угол гаража и тяжело опустилась на бетонный пол. Ей казалось, что если она замрет, то весь этот кошмарный мир, наконец, оставит ее в покое. Экстренный медицинский осмотр принес смешанные чувства. Собака была критически обезвожена и доведена до крайнего истощения. Скелет буквально обтягивала кожа. Однако, к огромному удивлению и облегчению спасателей, других тяжелых внутренних патологий или повреждений шеи обнаружить не удалось. Организм Винни оказался невероятно стойким. После капельниц, восстанавливающих солевой баланс, и интенсивной терапии, Винни переехала на временную передержку в дом к опытному фостерному воспитателю. Начался самый сложный период – психологическая реабилитация. Годы жестокой уличной жизни, помноженные на шок от заточения в банке, сделали Винни абсолютно закрытой. Для нее любой звук, шаг или протянутая рука ассоциировались исключительно с болью и опасностью. Первые 2 недели Винни практически не покидала маленькую ванную комнату. Это маленькое, замкнутое, но безопасное помещение стало для нее настоящим бункером. Собака забивалась в щель между ванной и стеной и проводила там целые дни, отказавшись от любых контактов. Она не рычала и не проявляла агрессии. В ней просто выгорели все эмоции, кроме желания стать невидимкой. Воспитатель проявила безграничную мудрость и терпение. Она не пыталась вытащить Винни силой, не навязывала ей объятия и ласку. Вместо этого женщина просто приходила в ванную несколько раз в день, садилась на холодный кафельный пол на некотором расстоянии и занималась своими делами. Читала книги вслух, работала на ноутбуке или просто тихо разговаривала с собакой. «Ты молодец, Винни. Ты справилась с самым страшным. Теперь тебе больше никому ничего не нужно доказывать», — звучал спокойный, убаюкивающий голос. Рядом с местом отдыха Винни всегда стояли миски со свежей водой и питательным кормом. Сначала собака ела только глубокой ночью, когда в доме засыпали абсолютно все. Но постепенно тихий голос человеческого добра начал пробивать броню ее страха. Изменения происходили медленно, практически незаметно для постороннего глаза. Но каждый такой шаг становился для волонтеров огромной победой. Первым прорывом стал момент, когда Винни впервые проявила интерес к комфорту. Воспитатель положила у входа в ванную мягкую собачью лежанку. Несколько дней Винни лишь подозрительно рассматривала этот незнакомый предмет. Но однажды ночью, превозмогая сомнения, она ступила на нее лапой, ощутила мягкость ткани и аккуратно опустилась на подушку. В эту ночь Винни впервые спала не на жестком полу, а в тепле, и ее сон не прерывался от каждого шороха. Спустя еще неделю собака набралась храбрости и сделала несколько шагов за пределы ванной комнаты. Перед ней открылось новое пространство, просторная светлая гостиная. Внимание Винни привлечет большой мягкий диван. Понаблюдав за тем, как на нем отдыхают люди, она аккуратно забралась на него, уткнулась носом в мягкую подушку и, кажется, окончательно решила для себя: да, этот мир определенно устроен лучше, чем уличное существование. Но самым сложным уроком было обучение доверию к людям.
Винни отчаянно хотела быть любимой, это читалось в каждом ее взгляде, но прошлый травматический опыт все еще шептал ей об опасности. В эти дни за ней было невозможно наблюдать без слез и улыбки одновременно. Когда кто-то из домочадцев входил в комнату, Винни замирала на месте, боясь подойти ближе, но при этом все ее тело, от кончика носа до самого хвоста, начинало ходить ходуном и вилять в безудержном танце радости. Собака буквально боролась сама с собой. Одна половина ее существа рвалась навстречу человеку, а вторая пока еще боязливо отступала. Огромную роль в ее окончательном оттаивании сыграли другие питомцы, жившие в этом доме. В фостерном доме обитало несколько добродушных собак и кошек. Винни, сидя в своем безопасном уголке, день за днем наблюдали за их поведением. Она видела, как другие собаки радостно бегут встречать хозяина с работы, как подставляют животы для поглаживаний, как получают вкусные лакомства просто за то, что они есть. Для Винни это стало грандиозным откровением. Оказывается, человеческие руки созданы не для того, чтобы причинять боль или надевать банки, а для того, чтобы дарить тепло, чесать за ушком и кормить с ладони. День, когда Винни впервые сама подошла к человеку и уткнулась мокрым носом в раскрытую ладонь, прося ласки, стал настоящим праздником для всех, кто следил за ее судьбой. Страх окончательно рассеялся, уступив место нерастраченной собачьей любви и безграничной верности. Винни перестала прятаться. Из тихой забитой тени она превратилась в невероятно жизнерадостную, игривую и общительную собаку. Она научилась с удовольствием гулять на поводке, исследовать парки, играть с мячиком и с энтузиазмом встречать гостей дома. Ее виляние всем телом перестало быть боязливым. Теперь это был настоящий салют эмоций, заражающий оптимизмом всех вокруг. Винни стала неотъемлемой гармоничной частью большой и дружной семьи. Глядя на эту красивую, ухоженную и счастливую собаку, сладко спящую на мягком диване в окружении своих мохнатых друзей, уже невозможно было узнать ту несчастную бродяжку с пластиковым кувшином на голове, угасавшую на пыльной окраине. Эта история стала напоминанием для каждого. Даже из самой безнадежной темной ловушки есть выход, если рядом оказываются человеческое милосердие, терпение и настоящая любовь.